Хо Юйхао наконец узнал личность Ван Дуна, когда вернулся в Академию Шрека. Он понял, что Ван Дун все это время был замаскирован. И на самом деле девушка Ван Дунэйр. Но Хо Юйхао даже не догадывается, кем на самом деле является она. Тану Тун, дочь короля бога Тансана. К слову, и она не знает о своем божественном происхождении. В клане Чистого Неба стало совершенно понятно, что Тайтань и Нютянь все прекрасно знают о родителях Ван Дунэйр, Тансане и Сяову, но не имеют права рассказывать. Так что Ван Дунэйр все еще находится в состоянии, когда ее полные воспоминания запечатаны отцом. А почему ее воспоминания запечатаны? Тану Тун захотела спуститься в мир людей, но ведь она с рождения богиня. По правилам, боги из Божественного Царства не могут вмешиваться в человеческие дела. Поэтому Тансан запечатал не только божественную силу Тану Тун, но и часть ее воспоминаний. Теперь она даже не знает, кто ее родители, поэтому она на самом деле считает себя Ван Дунэйр, так как не знает, что она Тану Тун, дочь богов Тансана и Сяову. Прибыв в Академию Шрека, Хо Юйхао сразу же пошел искать Ван Дуна, но его нигде не было. Потом он увидел девушку, точную копию богини света, которая выглядела абсолютно так же, как Ван Дунэйр впоследствии. Он подумал, что это и есть сестра-близняшка Ван Дуна. Однако Хо Юйхао, опираясь на свои чувства и духовное сознание, увидел небольшую разницу в ауре. Это была Ван Цюэр, трехглазый золотой лев, которого Хо Юйхао встретил раньше в Звездном лесу. Она имеет ту же внешность, что и Ван Дунэйр, за исключением того, что она выглядит немного более взрослой. Она также часто носила вуаль, чтобы скрыть свое лицо. Можно запутаться, ведь Ван Дунэйр и Ван Цюэр выглядят практически одинаково. Где же оригинал? На самом деле и то, и то. Ведь Ван Цюэр, императорский духовный зверь, содержал другую половину истинной боевой души Ван Дунэйр, которая была запечатана, и частичку сознания Тану Тун. В будущем мы подробнее это рассмотрим. Хо Юйхао даже рассказал Ван Дунэйр, что видел ее копию, и тогда они поняли, что Ван Дунэйр и Ван Цюэр были двумя разными людьми. Это было слишком странно, тем более, что Хо Юйхао понял это после того, как Ван Дун стал Ван Дунэйр. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве, ссылочка в описании. Ван Дун уже давно собирался все рассказать Хо Юйхао. После 2 лет разлуки, когда Хо Юйхао отправился в Империю Солнца и Луны, Ван Дунэйр наконец осознала свои чувства к Хо Юйхао. Она даже пыталась забыть его, однако поняла, что не может этого сделать. Вот почему она отправилась навестить его и взяла с собой в клан Чистого Неба, надеясь, что ее родственники Тайтань и Нютянь одобрят его. Вернувшись в Академию, Ван Дунэйр начала готовиться. Она раскрыла свою личность Бэйбэю, Дзянь Наньнань и Сяо Сяо, надеясь получить их помощь. Она хотела подождать до окончания следующего континентального турнира, однако после их разлуки поняла, что больше не может ждать. Больше всего ее беспокоил тот факт, что Хо Юйхао не мог развивать чувства к ней, ведь он не знал, что она девушка. Теперь все встало на свои места. Кроме того, Хо Юйхао даже был рад, что Ван Дунэйр замаскировалась под мальчика. Ведь в ином случае она не осталась бы в той же комнате общежития, что и Хо Юйхао, и у них не было бы шансов подружиться. У них даже не было бы навыков слияния боевых духов. Интересно, что старейшина Муэн и пара других старейшин с самого начала знали, что Ван Дун не мальчик. Все просто. Сияющая богиня бабочек чрезвычайно редка и восхитительна. Она появляется только у мастеров женского пола. Вот почему они знали, что она была девушкой с момента ее поступления в Академию. Почему они не рассказали? Ван Дунэйр – могущественный мастер. Она будущий наследник клана Чистого Неба, а Академия Шрека сотрудничает с кланом Чистого Неба. Вот они и не выдали ее. Сейчас новый образ Ван Дунэйр стал намного красивее, чем в предыдущих трейлерах. В том числе лучше, чем облик богини света и слияния. Она еще больше похожа на свою маму Сяову, но есть и некоторые сходства с Тансаном. Не терпится посмотреть это в серии. Ван Дунэйр передала Хо Юйхао мешочек, под который дали ей главы Чистого Неба. Он был предназначен для того, кто одобрен для Ван Дунэйр как партнер, но Хо Юйхао знает, что в нем лишь позже, ведь заглянуть сейчас не получится. Для этого нужна намного более мощная ментальная сила. Кроме того, в связи с Ван Дунэйр есть очень интересная деталь. Тансан наложил на Ван Дунэйр печать, которая не позволяла Хо Юйхао распускать руки до свадьбы. И вообще, с тех самых пор, как Хо Юйхао был выбран Ван Дунэйр, Тансан обратил свой пристальный взгляд на Хо Юйхао. Это будет забавно. Итак, после судьбы морского бога, Хо Юйхао и Ван Дунэйр официально стали парой. Они очень долго разговаривали, почти до самой ночи. Им было что обсудить. Ждем в аниме этот захватывающий момент. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть сцену, как Ван Дун предстал перед Хо Юйхао в истинном облике. Подписывайтесь на канал и всем пока.